Всем панкейк! Знаете ли вы, что есть такие машины, которые собирают цветы? Но об этом позже. С вами список уникальных комбайнов для сбора урожая. Поехали! И раз уж мы заговорили о цветах, конечно, собирать цветы должно быть сплошным удовольствием, но не в том случае, когда речь идет о промышленных масштабах. Просто представьте те же тюльпанные поля в Нидерландах. Чтобы эти гектары обработать руками, понадобится очень много рабочей силы, что приведет к повышению затрат и, следовательно, цене букета. А комбайн – это просто, удобно и быстро. Ведь комбайн оборудован специальным механизмом сечения стебля. Это острое лезвие аккуратно срезает цветок без повреждения бутона или луковицы. Но мало просто аккуратно срезать цветок. Конечно, его нужно и бережно доставить до склада, поэтому у комбайна есть приспособление, которое фиксирует цветок, предотвращая его падение или деформацию. Один из ярких представителей подобных машин – румынский Pink Innovation. Основной механизм – барабан с ножами. Именно ими срезаются стебли, которые тут же укладываются по обе стороны от комбайна для ручного сбора в дальнейшем. Очень простой в управлении, легкий в обслуживании, доступная для сегмента цена. Что еще нужно для счастья фермера? Но, как вы заметили, с Pink Innovation все еще не обойтись без ручного труда. Модели других компаний действительно могут предложить и конвейерные ленты, и вакуумные трубы для уборки цветов. В случае последнего варианта возможные повреждения бутонов сведены к минимуму. Помимо цветов, специальные комбайны были придуманы и для сборки апельсинов, в первую очередь, чтобы сократить трудозатраты. Ведь апельсиновые деревья высокие, пока на них залезешь, пока соберешь, слезешь, чтобы переставить стремянку, в общем, муторно это все и долго. Поэтому американский производитель Oxbow презентовала оригинальный комплекс из комбайна и двух прицепов, которые перемещаются с помощью тракторов. Как все устроено? Комбайн с двигателем мощностью 170 лошадиных сил, полноприводный для лучшей маневренности, оснащен специальными пальцами длиной около 2 метров, едет между деревьями и теребит ветки вращающимися движениями. После этих нехитрых махинаций плоды падают в расположенный ниже транспортер-уловитель, и уже он переносит апельсины в специальную емкость для хранения. По ходу движения плодов по транспортеру заодно с ленты убирается и мусор. С виду простая система позволяет снимать около 95% урожая. Пара таких комбайнов за день собирает до 450 тонн апельсинов, обрабатывая одно дерево за 8-10 секунд, что позволяет сократить человека часы, а соответственно и расходы в разы. Апельсины, конечно, требуют специального комбайна, но есть более хрупкие культуры, с которыми приходится еще сложнее. Даже для уборки крепкого с виду сладкого перца в производственных масштабах требуется несколько этапов работы. А как мы уже выяснили, чем больше этапов работы и чем больше в нем задействовано людей, тем дороже получается продукт в магазине. Поэтому итальянцы из Gerasi SPA создали комбайн Gerasi G8993, который объединяет все этапы сбора урожая. Аппарат делает срез плода, очищает урожай от всякого мусора типа камней или листьев. Позже уже вручную работники занимаются сортировкой перцев. Как видите, вопреки опасениям, роботы не могут полностью заменить людей. Или все-таки могут? Выясним чуть позже. А пока обсудим такую тонкую работу, как сбор томатов. Ведь они бывают такими хрупкими, что ткнешь неловко и уже треснули, помялись или еще какая напасть. А тут надо обработать тысячи растений и гектары земли и получить как можно больше неповрежденных помидоров. И, конечно же, в производстве комбайна для такой тонкой работы преуспели итальянцы. В компании Gerasi создали специальный аппарат для одновременного снятия урожая помидоров сразу с 2 рядов растений. Как все происходит? Рассказываем. За один проход по рядам машина срезает кусты томатов. Дальше есть 2 варианта событий. Осыпавшиеся помидоры попадают на стол для перебора, а попавшие внутрь комбайна вместе с растениями отправляются в плодоотделитель, где специальные сенсоры, считывающие цвет томатов, отделяют зеленые от созревших и выкидывает незрелые помидоры обратно в поле. В этом аппарате от Gerasi обычно стоят двигатели мощностью либо 175, либо 238 лошадиных сил, которые помогают ему развивать скорость до 27 км в час. Также, согласно эко-требованиям Евро-4, комбайн может ездить по дорогам общего пользования. Пропускная способность такого комбайна доходит до 80 тонн помидоров в час. С томатами вроде разобрались. А что итальянцы любят больше них? Оливки, конечно. Да в небольших хозяйствах оливки до сих пор собирают руками, но опять же, это не всегда удобно.
Поэтому, несмотря на хрупкость и необходимую осторожность при сборе оливок, инженеры из Пиленг смогли разработать и настолько деликатный комбайн. Уникальный аппарат от Пиленг способен обрабатывать деревья шириной около 2 метров и высотой до 4,5 метров. Комбайн способен игнорировать особенности грунта и подстраиваться под него. Работа происходит в 2 этапа. Для начала комбайн трясет дерево снизу, а потом сверху. Плоды очищаются от веток и листочков. Затем в игру вступает пневматическое оборудование, при помощи которого оливки сортируются. Пневматика обеспечивает бережную уборку оливок, плюс они не контактируют со стенками контейнера, а значит не мнутся и в целости сохранности добираются до склада. С помощью этого пневматического чуда, для управления которым необходим всего 1 человек, за день получается обрабатывать до 10 гектаров в день, а собирать до 16 тонн оливок в час. Как скромно отмечает производитель, в этом комбайне сошлось лучшее соотношение размера и полезности. Но что же происходит в индустрии, ревностно охраняющей традиции, а именно в виноделии? Сбор виноградного сырья в этом деле считается сложным искусством. Сами посудите, для того, чтобы создать вино с определенным вкусом, в бутылку должен попасть только сок ягод в состоянии, подходящем именно этому вкусу. Что определяет это состояние? Определенное количество сахара, кислот и, конечно же, воды. А на этот баланс влияет что угодно, начиная от времени сбора до погоды. Например, когда на улице жара, виноград следует собирать только утром или вечером, ведь днем в ягодах много сахара и слишком мало воды. Для некоторых сортов вина виноград не собирают во время дождливой погоды, потому что в такие дни воды в винограде, наоборот, слишком много. Ой, что-то мы увлеклись, но общую идею вы поняли. Все очень сложно, когда дело касается сбора винограда для виноделия. Но современные технологии добрались и до такого консервативного рынка. И на самом деле давненько. Конечно, если мы говорим о каком-то элитном вине из Шампани, то речь идет исключительно о ручном труде, что в целом, конечно, влияет и на цену одной бутылки настоящего шампанского. А вот в более простых фермерствах Франции, Испании или Чили для сбора винограда с огромных территорий давно используются комбайны. На самом деле до 80% виноградного сырья в мире собирается комбайнами. И технологии совершенствуются год от года. Например, в то время как у моделей Brod система встряхивания SDC с гибким креплением задней штанги деликатно встряхивает лозу, отделяет виноград и бережно отправляет в корзины Noria, исследователи из Дэвисского университета разработали бесконтактное решение для виноградников. Их прототип при помощи автоматических датчиков собирает исключительно спелые ягоды. Благодаря машинной сборке винограда хорошее вино становится доступнее, особенно то, что собирается в жарких регионах. Один фермер с таким комбайном может собрать виноград в ночи, когда не жарко, в то время как работникам придется доплачивать за ночные смены. Экономисты подсчитали, что техника помогает сократить затраты фермеров с $1 при ручном труде до 7 центов. Что-то мы задержались на винограде, но это и не мудрено. Все, что связано с виноделием, всегда кажется таинственным и интересным. То ли дело клубника. Стоп. Вы же не думали, что клубнику для рынков и магазинов собирают вручную? Возможно, в странах, где такой труд дешевый, но что делать той же Испании? Поэтому именно там собрали аппарат для супербережной уборки садовой земляники. Комбайн от Agrobot в режиме реального времени оценивает цвет и спелость ягод, их товарный вид. Конечно, робот для уборки клубники не может похвастаться обработкой огромного количества гектаров, но подсчитано, что за 3 дня он обрабатывает 800 соток земли. Сколько благодаря ему от перенапряжения спасено спин и коленных суставов, ученые не посчитали. А как вообще собираются ягоды и фрукты, которые нельзя просто стрясти с дерева? Руками. Только не человеческими, а вполне себе роботизированными. У компании FR Robotics, например, робот, подражая движениям человека, подстраивает руку под конкретный фрукт. И несмотря на логический вопрос, так если робот просто пародирует человека, есть ли выгода, может он такой же медленный? А вот и нет. За рабочую смену машина собирает в 10 раз больше фруктов, чем среднестатистический рабочий.
Притом практичность конкретно этого робота сложно переоценить, ведь он подходит для сбора совершенно разных фруктов и ягод, а значит и использоваться будет не раз в сезон и не два, а несколько сезонов сбора урожая. Бельгийцы из Octicon пошли еще дальше и настроили руки из мягкого пластика так, чтобы робот оценивал зрелость ягоды, аккуратно 2 пальцами брал только ее, проворачивал бы на 90 градусов, отрывая от ветки, и убирал в корзину. Несмотря на длительное описание, весь процесс у робота занимает 4 секунды. Да, пока что это только прототип, который проходит испытания, но результаты уже впечатляющие. В зависимости от сорта робот способен вот так вот избирательно собрать от 70 до 100% спелых ягод или фруктов. Но это еще не все. Как вам разработки робота, который, используя алгоритмы компьютерного зрения, должен находить спелые яблоки и словно пылесос с помощью вакуумного механизма собирать их, не повреждая плодов? Скорость сбора – 1 яблоко в секунду. Планировалось также доработать функцию распознавания испорченных яблок и расширение функционала до сбора других сортов фруктов и овощей. Но в сборке Abundant Robotics стартап не дожил до 2002 года. Разработки были выкуплены Waverly Labs. Посмотрим, может, у них получится лучше. Ладно, с ягодами, фруктами и овощами вроде разобрались, даже заглянули в такие редкие сферы сельского хозяйства, как виноград и оливки. Вряд ли мы сможем вас еще чем-то удивить. Хотя, погодите, как насчет комбайна для уборки тыквенных семечек? Да-да, специальные агрегаты для сбора исключительно семечек, а не огромных тыкв, вам не показалось? В подобном узком направлении фермерской техники преуспела австралийская компания Motia. Работа устроена так. Барабаны с 10 рядами игл подбирают тыквы с поля, плоды ломают измельчителем, полукруглые стержни отделяют семена от мякоти. В устройстве комбайна предусмотрена защита от камней. В грузовой бак помещается около 1,8 тонн очищенных, отсортированных семян, в то время как ненужные отходы становятся отличным удобрением для земли. Прежде чем мы от прототипов перейдем к комбайнам из фантастических фильмов, покажем еще несколько устройств, которые предназначаются не для сбора урожая, но для его увеличения и улучшения. Например, прореживатель салата от Ramsey Highlander. Чтобы не делать этого вручную и сократить издержки фермеров, в 2013 году была презентована компьютеризированная машина, которая при помощи специализированных оптических сенсоров определяет необходимость прореживания. Компания же на этом не остановилась и создала уникальный сборщик салата, который для резки использует струю воды под сильным напором. А следующее устройство может показаться вообще чем-то странным, но, как показал опыт, горелки действительно могут сильно помочь в получении больших урожаев. Поэтому компания Flame Engineering изобрела Red Dragon Row Crop Flamers, который занимается прополкой полей от сорняков при помощи огня. Специалисты компании утверждают, что это очень эффективный способ избавиться от ненужных растений между посевными рядами или же на засеянном поле. Все устроено просто. Ряд из 16 горелок выдает пламя под 1400 градусов. Такие температуры мгновенно испаряют влагу в стеблях сорняков, что превращает их в отличные минеральные удобрения. Итак, мы обещали вам рассказать о сельскохозяйственной технике, будто бы сделанной для фантастического фильма, и этот момент настал. Трактор Deuterium. Дизайнер и проектировщик Приту Пол планируют, что вот такой футуристический принципиально новый вид трактора появится на рынке уже в 2025 году. Язык не поворачивается назвать это обычным словом трактор, но да, по планам такой трактор будет приспособлен для круглосуточной работы в поле и будет оснащен компьютером, системой навигации и другими системами, позволяющими трактору работать автономно полные сутки без остановки. Ведь в случае круглосуточной работы получится уменьшить себестоимость конечного продукта. На корпусе трактора планируется установить солнечные панели, которые будут обеспечивать трактор энергией, а в случае непогоды у него будут топливные элементы, работающие на водороде. Из полезного. Трактор сможет двигаться в любом направлении, будет обладать повышенной устойчивостью, не обойдется без камер ночного видения и системы GPS-навигации. На этом, пожалуй, все. Надеемся, смогли уверить вас, что сельское хозяйство – это точно такая же развивающаяся сфера жизни человека, как и все остальное. Не уходите далеко, мы уже готовим для вас новые видео.